say was the certain push helpers in fears as they lay in fears where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. There was so deep nowhere, 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 born in the King of Israel, the first nowhere, the angels did say. Ну а теперь, пожалуй, самое интересное. Давайте поговорим про расчеты. И в целом про то, как эта конструкция изначально выстраивается, как вы ее будете просчитывать, прежде чем возьмете спицы в руки. Ну и, конечно же, первое, что вам потребуется сделать, это связать образец тем размером спиц, который вам больше нравится, который вам комфортен, удобен и так далее. Это десятка. И, ну да, действительно, петли получаются крупноватые, но не забываем, что у нас пряжа объемная, которая затем еще и распушается после стирки. Поэтому, естественно, если мы не хотим иметь эффект забитого полотна, немного даже подваленного, такого, знаете, на валеночек похожего, то, конечно, тогда разумно взять спицы большого размера. Итак, что вы делаете? Вы отвязываете образец. Причем, чем больше размером он будет, тем лучше. Затем, конечно же, вам нужно его постирать, разложить на горизонтальной поверхности, придать ему форму и высушить. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы увидеть, как себя ведет пряжа, для того, чтобы понять, как выглядеть будет ваше изделие в итоговом варианте, после того, как вы все сделаете, все свяжете, все приведете изделие в порядок и будете его благополучно носить, для того, чтобы не было сюрпризов. Это понятно, да? Это информация для новичков. Я надеюсь, что опытные вязальщицы, конечно же, понимают. Далее нам с вами потребуется выяснить плотность. Что такое плотность? Все очень просто. Это соотношение двух показателей. Положение петель по отношению друг к другу как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной плоскости, да? То есть нам важно понимать, как петельки вот, по отношению друг к дружке стоят по рядам в горизонтали и по рядам в вертикали. Все очень просто. Мы для этого берем сантиметровую ленту, прикладываем ее к нашему полотну и выбираем любой сантиметровый отрезок. Что мы с вами видим? Ну, отчетливо видим, что вот в данном случае, конкретно на этом полотне, получается, что одна петля у нас находится в сантиметровом отрезке. То есть на 1 сантиметр приходится ровно одна петля. Превосходное значение, очень удобно для дальнейших исчислений. Будете вязать спинцу меньшего размера, соответственно, у вас будет большее количество петель на 1 сантиметр приходится. Но я думаю, это понятно. Итак, зафиксировали это значение. Значит, в 1 сантиметре вязаного полотна у нас живет 1 петля. Чудесно! Теперь наша с вами задача посмотреть, сколько петель у нас с вами живет по вертикали, тоже в 1 сантиметре. Прикладываем и смотрим. Что мы видим? Ну, давайте вот посмотрим, да, вот этот вот отрезок на уровне 4 сантиметров. Отчетливо видим, что у нас на 1 сантиметр приходится 2 ряда. Лицевой ряд, изнаночный ряд. Точнее, наоборот. Вяжем там снизу вверх. Лицевой ряд, изнаночный ряд. 2 ряда. Смотрим на отрезок в 5 сантиметров. То же самое. 2 ряда. На циферку 6 смотрим, на этот отрезок. 2 ряда. То есть 2 петельки. Прекрасно. Фиксируем это значение. Значит, это у нас горизонталь. А вот это у нас с вами вертикаль. И у нас на 1 сантиметр вертикаль приходится 2 ряда. Мы записываем не 2 петли, а 2 ряда. Вот это значение нам с вами понадобится, когда будем заниматься ростком. Будем считать росток. Итак,
Мы с вами будем вязать реглан. По сути, самый обычный традиционный реглан, где 4 вектора с прибавлениями. Но реглан наш отличается от традиционного лишь тем, что он развернут. Регланные линии приходятся не с двух сторон, от плеча, спереди и сзади, а несколько иначе все будет расположено. Вот здесь у нас плечо, вот здесь у нас плечо, вот здесь у нас вырез горловины спереди, а вот здесь у нас вырез горловины сзади. Ну а вот здесь у нас, разумеется, голова. Я думаю, это понятно, да? То есть вот здесь у нас плечо. По большому счету, наверное, здесь мы с вами начнем наш ряд, но я сразу хочу обратить ваше внимание, в том случае, если вы будете прибегать к смене нитей, да, будете вводить какую-то дополнительную нить, там вот как в моем случае, да, какую-то украшалку, то переход с ряда на ряд может быть заметен, потому что это вязание в круговую. Помним, да, что при вязании в круговую у нас ряд смещается, каждый последующий ряд смещается, смещается и смещается. И в результате вот этот переход, особенно на яркой, красивой, контрастной пряже, может быть заметен. Поэтому для того, чтобы это не бросалось в глаза, чтобы оно не приходилось на место прибавок, я вам рекомендую начать ряд за несколько петель заранее. Ничего страшного. Например, вот здесь мы с вами начнем вязать. Ничего страшного. Потом поймете, о чем я говорю. Итак, ну что, давайте теперь подумаем, сколько же петель нам с вами нужно набрать изначально на дополнительную нить, которую потом в последующем, в самом конце работы мы с вами уберем и приступим к отделке ворота. Либо вы не будете приступать к отделке ворота, а просто закроете косичкой, тоже как вам нравится. Но к тому времени еще предстоит связать изделие, и, возможно, вы еще миллион раз передумаете. Всякие варианты в голову могут прийти за это время. Поэтому предлагаю набрать на дополнительную нить то количество петель, которые мы сейчас рассчитаем, но затем уже ввести основную нить и продолжить вязание. Ну что, мы с вами на каждую вот эту вот линию прибавки выделим по одной петле. То есть мы сразу должны понимать, что здесь у нас будут петли, которые... Ну, давайте они у нас будут для центровки, для симметрии служить. А с двух сторон вокруг этой центральной петли у нас будут выстраиваться, соответственно, прибавления, которые будут наращивать полотно. Итак, 4 петли у нас уже есть. Это замечательно. Что дальше? Нам с вами предстоит определиться с глубиной выреза горловины. Какую вы хотите ее видеть? Очень длинную, глубокую, которая чуть ли не до колен, либо наоборот, скромный вырез, совсем не глубокий. Это уже на ваше усмотрение. Для этого возьмите любое изделие, желательно трикотажное, которое вы, может быть, раньше вязали, или, может, покупное изделие, как угодно. Нет трикотажного, хорошо, возьмите сшитое изделие, но все-таки желательно, чтобы оно было, материал ткани, чтобы был максимально приближен к трикотажу, плотненькому трикотажу. Итак, раскладываем это изделие на горизонтальной поверхности, снова вооружаемся сантиметровой лентой. И что мы делаем? Правильно, мы замеряем высоту, глубину горловины, выреза горловины. Значит, у меня все очень просто. Могу поделиться подсказкой. Если вам понравилось, как на мне смотрится изделие, как оно на мне сидит, то, пожалуйста, можете взять эту цифру как основу. У меня 23 сантиметра. Достаточно глубокая горловина, но затем, как вы видели, я поднимала наверх, делала отделку полой резинкой и поднимала чуть-чуть ее повыше. Да? Получается, что резинка закрывает порядка 2 сантиметров, она закрывает. То есть получается, в итоге у меня глубина выреза 21 сантиметр. Ну, вполне приемлемо, на мой взгляд. Итак, ну давайте с вами определимся на 20, ну, к примеру, 22 сантиметра. Да? Вот, давайте определимся. 22 сантиметра у нас с вами это вот тот вырез горловины, который нам предстоит связать. Соответственно, это вот длина вот этой вот одной стороны ромба. Давайте переведем ее в петли, чтобы нам понять, сколько же петель у нас вот здесь вот будет. 22 сантиметра умножаем на одну петельку. Вы здесь подставляете свое значение, сколько у вас петель получилось в полотне отвязанном образце. Умножаем на вот это вот количество петель, ну в данном случае 1. Что мы получаем? 22 петли мы получаем. То есть вот здесь у нас будет набрано 22 петли. Ровно как и вот здесь, потому что это вырез горловины спереди. Так, прекрасно. Теперь давайте поговорим про спинку.
вовсе не означает, что раз у нас вот здесь 22 петли, то и сюда мы автоматом тоже должны поставить 22 петли. Ничего подобного. Не забываем про росток. Да? Я сейчас это, естественно, говорю для новичков. Естественно, опытные вязальщицы все это прекрасно знают. Для чего нам нужен росток? Для того, чтобы анатомически наше изделие хорошо село на нас, хорошо смотрелось на нас. А самое-то главное, красота это, конечно, замечательно, как смотрелось, это все замечательно, но самое главное, чтобы нам было в нем комфортно, чтобы изделие не оттягивалось назад, не убегало назад на спинку и не оттягивало, соответственно, изделие на плечах, чтобы шов, который вот здесь вот мы с вами будем, ну, псевдошов, да, имитация шва. За счет прибавок у нас здесь будет имитация шва, чтобы вот эта линия у нас приходилась ровно по центру плеча. Вот посмотрите, как это смотрится, да, вот на манекене, я думаю, что понятно, о чем речь. Как уж устроена человеческая анатомия, что наша шея, она очень интересно посажена. Она у нас спереди длиннее, сзади короче. Да, то есть на уровне 7-го позвонка наша шея, она короче по отношению к передней части тела человеческого. Если вам не очень понятно все то, что я сейчас говорю, пожалуйста, пройдите по ссылке внизу под видео. Там ссылка на мой мастер-класс, где мы дружно вязали кардиган с погоном. И там подробненько все рассказано про росток. Как он выглядит, для чего он нужен, как его рассчитывать. Все, начиная от таких же расчетов, от цифр и заканчивая результатом, связанным ростком. Пройдите, посмотрите, я надеюсь, вам все будет понятно. Значит, нам здесь тоже предстоит рассчитать росток. Но имейте в виду, наш росток будет приходиться на вот эту вот петлю, вокруг которой будет выстраиваться прибавление и наращиваться будет спинка. Это мы сейчас с вами будем обязательно учитывать. Поэтому вам нужно принять решение, какая высота ростка у вас будет. Точно так же возьмите изделие готовое и посмотрите разницу между спинкой выреза со спинки и разницей между вырезом спереди на изделии. Вы обязательно увидите эту разницу. Она в профессионально созданном изделии, фабричном изделии, она, конечно же, будет. Вы увидите ее. Замерите ее. Традиционно для взрослого человека 4 сантиметра, как правило, росток делают. Но вы можете для начала, если вы сомневаетесь, вы можете сделать его и покороче. Давайте определимся так, навскидку, что высота ростка у нас будет равна 3 сантиметрам. Да? Теперь давайте вернемся вот к этому замеру и вспомним, что в 1 сантиметре по вертикали, то есть в высоту, у нас с вами 2 ряда. Соответственно, сколько рядов у нас будет в 3 сантиметрах? 3 мы умножаем на 2, и получается, что у нас 3 сантиметра ростка мы умножаем на 2 ряда, и, соответственно, мы получаем 6 рядов. Теперь нам нужно рассчитать, сколько петель мы с вами нарастим, будем прибавлять вот здесь вот во время вывязывания вот этих 6 рядов. Да? Понятно, что 6 рядов это здесь учтены и лицевые ряды, и изнаночные. Прибавки у нас идут только в лицевых рядах. Да? Соответственно, 6 делим на 2, убираем изнаночные ряды. И получается, что у нас будет 3 ряда. Это 3 лицевых ряда, в которых у нас будут прибавления. Вот здесь прибавочка случится в 1 ряду. Вот здесь прибавочка случится во 2 ряду. Вот здесь прибавочка, вот здесь и вот здесь. Соответственно, с одной стороны вот этой вот линии ромба мы прибавим 3 петли. И со второй стороны мы прибавим 3 петли. Что это получается у нас? Давайте прямо так вот их галочками обозначим, чтобы было понятно. Это означает, что от 22 петель, которые вот здесь у нас могли бы быть, мы должны отнять 3 петли, которые потом во время вывязывания ростка мы нарастим, прибавим. 22 минус 3 получается 19. Чудесно. Здесь то же самое. 22 минус 3 получается 19. Чудесно. Теперь, друзья мои, давайте распределим эти 6 рядов вывязывания ростка. Значит, мы поняли, что 19 петель у нас здесь. Вот. Нам нужно их разделить на 3 части. Почему 3 части, спросите меня вы? Может быть, вы хотите большее количество
вот этих отрезков? Да потому что у нас всего 6 рядов. Мы за 6 рядов нарастим росток, потому что вяжу я большими крупными спицами, и, соответственно, у меня быстро будет наращиваться полотно. Естественно, если вы будете вязать спицами поменьше, естественно, у вас будут совсем другие цифры, у вас здесь будет не 6 рядов, а значительно больше, и, соответственно, отрезков для ростка у вас тоже будет больше, то есть поворотных рядов у вас будет больше. Да? Я надеюсь, что это понятно. Итак, значит, теперь нам нужно 19 разделить на 3, потому что в каждом лицевом ряду мы будем разворачиваться. Вот здесь мы будем разворачиваться в каждом лицевом ряду, а в изнаночном ряду мы будем разворачиваться вот здесь. Помним, что начало вязания у нас вот здесь. То есть мы пойдем вязать отсюда, стартанем отсюда, провяжем несколько петель, ну, к примеру, давайте тут 3 петельки провяжем, затем сделаем прибавку в виде галочки, я ее обозначаю, провяжем центральную петельку, затем сделаем снова прибавочку и пойдем вязать. Пойдем вязать, вязать, вязать. Провяжем 19 петель. Провяжем. Сделаем первую прибавку, галочка. Провяжем центральную петлю, сделаем вторую прибавку, галочка, а затем вот здесь вот нам предстоит сделать первый поворот. 19 давайте разделим на 3. Ну, давайте так, предположим, у нас первый участок будет состоять из 7 петель, второй участок у нас будет состоять из, ну, давайте 6 и 6. Да? 6 плюс 6 – 12, 12 плюс 7 получается 19. Чудесно! Остановились мы с вами вот здесь, сделали прибавку, провязали 7 петель, разворачиваемся. Если вы не знаете, как вывязывать поворотные ряды, незаметно, посмотрите мое предыдущее видео, там наглядно показано. Там маленькое коротенькое видео, в 5 минут буквально, и там все показано. Разворачиваемся и идем обратно. В изнаночном ряду мы прибавлений никаких не делаем. Вот здесь вот мы спокойно, благополучно минуем вот этот участок. И то же самое проделываем, провязываем 7 петель и разворачиваемся. Потом возвращаемся снова по лицевому ряду к следующему отрезку, вот сюда. Провязываем 6 петель, разворачиваемся и провязываем тоже здесь 6 петель. В лицевом ряду, когда мы с вами сейчас вот шли ко второму участку, мы точно так же сделали прибавки. Это всегда происходит в лицевых рядах. Чудесно! После того, как мы провязали вот здесь вот по изнаночной стороне 6 петель, мы разворачиваемся. Снова по лицевому ряду поднимаемся наверх, провязываем 3-й раз прибавление. Да, мы наращиваем, наращиваем, наращиваем полотно. Провязываем следующие 6 петель. Это самые-самые-самые последние 6 петель, которые приходятся на вот эту сторону ромба. И разворачиваемся. Прибавку мы здесь пока не делаем. Разворачиваемся. Возвращаемся по изнаночной стороне. Самый-самый-самый конец вот этого отрезка провязываем 6 петель. И тоже разворачиваемся. И дальше мы с вами должны провязать снова лицевой ряд. Снова здесь делаем прибавление. Вот вдоль центральной петли. Провязываем весь вот этот вот участок. Приходим к... Здесь у нас передняя часть, здесь у нас, соответственно, левое плечо, здесь правое плечо. Приходим к приходим к плечу, делаем первую прибавку, которая симметрична вот этой прибавке. Помните, мы ее в самом начале сделали? Чудесно. Провязываем центральную петельку. Затем делаем вторую прибавку, которая симметрична вот этой прибавке, когда мы ее в самом начале делали. Чудесно. Теперь впервые провязываем 22 петли вот этой стороны ромба. Делаем вот здесь прибавку, провязываем центральную петельку. Делаем рядом тут же с ней вторую прибавку. И завершаем ряд. Провязываем оставшиеся петли до начала ряда.
Вот такой принцип вывязывания вот этого сложного участка во всей модели. Это провязывание ростка. Для новичков это сложно, для опытных вязальщиц это элементарно, как орешки щелкать. Ну и затем вы провяжете полный ряд и замкнете вязание в круг. Но мы с вами так и не выяснили, сколько же петель-то нам нужно набрать. Да? Давайте вернемся к тому, с чего начали. Итак, давайте соберем все эти циферки, соберем в одну формулу. Итак, с чего мы начали? С того, что мы с вами расставили 4 центровые петли по углам нашего ромба. 4 петли. Затем мы определились, что вот здесь и вот здесь на передней части, на переднем вырезе горловины у нас будет по 22 петли. 22 плюс 22 – это 44 петли. Чудесно! Затем мы с вами сюда поставили 19 петель. Чудесно! И сюда поставили, вот они эти, 19 петель. Чудесно! Сколько мы в итоге получаем? 86 петель на спице. Таким образом рассчитывается изделие. Это первое, что вы должны сделать. Ну, а потом уже все идет как по маслу, все очень-очень легко. Вы провязываете лицевой ряд. Ну, условно, да, мы же вяжем по кругу, но понятно, что у нас все равно есть ряды, в которых происходит прибавление, да, вокруг вот этой центральной петельки, вокруг каждой центральной петельки. А также есть ряд, который имитирует изнаночный, как если бы мы вязали обычными поворотными рядами туда-сюда обратно, да. Но в лицевом ряду у нас второй ряд четный заменяет изнаночный, поэтому вы провязываете просто ряд без изменений, без прибавок, просто по кругу. Независимо от того, каким рисунком вы вяжете, просто лицевыми петлями, просто изнаночными петлями, либо вы какой-то ажур решили ставить в полотно, не имеет значения. В одном ряду, в первом, вы делаете прибавление, во втором ряду вы ничего не делаете, вы вяжете просто петли без изменений. И вот так вот вяжете, вы вяжете, наращиваете полотно, а затем нам нужно с вами понять, какое же расстояние нужно нарастить, да? А здесь, в общем-то, несложно. Вам нужно понять высоту вашей регланной линии. Для этого вам тоже требуется замерить. Ну, если у вас нет изделий с регланом, да, как в качестве образца, по которому легко было бы сделать замеры, в таком случае приложите сантиметровую ленту к себе или попросите кого-то из близких, чтобы вам помогли. Приложите к косточке, которая выпирает у вас у основания шеи, и замерите длину регланной линии до предполагаемого подреза. Да, кстати, хорошо, что я про них сказала. Подрезы нужны обязательно, иначе у вас вот эта линия регланная, да, иначе у вас, если подрезы не будут провязаны, или они будут провязаны неправильно, рассчитаны неправильно, да, будет короткий подрез, либо наоборот слишком сильно широкий подрез, у вас тогда рукава начнут фалдить. Это будет очень заметно, будет неправильная посадка рукава. Если вдруг так случится, что вам покажется, вы будете примерять, естественно, изделие, да, вы будете переносить его на длинную леску, примерять на себя, и если вам покажется, что слишком широко вы вяжете, да, слишком большая свобода облегания, вам не очень комфортно, ничего сложного, ничего страшного. Вы потом, когда перейдете на вязание самого тела, под подрезами всегда сможете делать убавление, всегда сможете убрать эти лишние петли и сузить, соответственно, полотно. Но подрез нужно сделать обязательно. Как его сделать, как его рассчитать, какой длины он должен быть, пожалуйста, проходите в видео. Опять же, внизу под видео в инфобоксе есть ссылка на мастер-класс, где подробно рассказано, как правильно, именно правильно вывязываются подрезы. Для тех, кто не знает, скажу такую интересную вещь. Наверное, зрители-то и не знают. Я не помню, чтобы я афишировала это здесь на YouTube. С тех пор, когда у меня появилась мысль не просто работать в ателье на заказ, изготавливать одежду, а когда у меня впервые появилась мысль выходить на магазины, на шоурумы и так далее, я столкнулась с тем, что, ну, я не знаю, как в регионах обстановка обстоит, но в Москве практически все уважающие себя магазины, крупные магазины, они все требуют, естественно, сопроводительную документацию.
То есть историю происхождения, соответственно, продукции, и в том числе подтверждение, что изделие безопасно, да, что оно соответствует нормам качества Таможенного союза. То есть это либо сертификат на соответствие этим нормам качества, либо это декларация, либо это отказное письмо. Так вот, можно это получить в сертификационном центре. А для того, чтобы подать туда документы, нужно пройти испытание. А для того, чтобы эти испытания пройти, нужно подготовить всю конструкторскую документацию. Так вот, мне сейчас конструкторскую документацию по всем моим изделиям, которые я хочу запустить в магазины, мне сейчас эту документацию пишет профессиональный технолог-трикотажник. Я нашла девочку, которая окончила институт Косыгина, которая конкретно занимается именно этим. Она готовит специально документы, она описывает всю техническую часть. И она, как профессионал, мне подсказывает ГОСТы, по которым я подсматриваю эти формулы. Вот я сейчас такую длинную вам историю рассказала, но по факту я вам призналась, я вам прям вот, что называется, секретик свой, самый-самый главный свой секретик открыла. Вот эти все формулы, как правильно рассчитывать росток, как правильно рассчитывать подрезы, я это все подсматриваю в профессиональных ГОСТах, которые еще во времена там Советского Союза были разработаны профессионалами трикотажного дела, профессионалами в легкой промышленности, которые диссенаторами закладываются в программы на фабриках трикотажных. И я опираюсь на эти знания. И поэтому очень рада передать их вам. В той мере, в которой я могу это сделать, и тем простым, доступным языком, которым я могу это сделать. Формулами, вот этими сложными, там действительно сложные формулы, там терминологии. Естественно, этим я вас не гружу. Я рассказываю в максимально легкой и доступной форме. Ну, надеюсь, что это понятно. Итак, рекомендую вам посмотреть то видео, там все рассказано про подрез. Ну что, вот мы с вами слезали вот эту вот длину, да, регланную, так сказать, на высоту регланной линии мы связали с вами полотно. И дальше нам предстоит отделить рукава от будущего тела. Ну, здесь вы все, конечно же, знаете, да, мы берем либо дополнительную лить, либо леску, либо, ну, как угодно, либо другие спицы. Вам нужно перенести петли, которые относятся к рукаву, на дополнительную нить. Я так, как правило, делаю, закрываю, и с помощью этой же самой нити одновременно я делаю подрезы. В том видео, про которое я только что сказала, это показано, как я это проделываю, как я переношу петли будущего рукава на дополнительную нить и сразу же одновременно выхожу на подрез. Там все это показано, посмотрите и можете повторить. Дальше, после того, как вы все это проделаете, вы вывязываете тело, да, само тело изделия. Но меняется алгоритм. К прибавкам добавляются убавления. Потому что если мы продолжим делать прибавки, у нас полотно расширится и превратится в нечто непонятное, в некий такой ромб, который нам не нужен. Мы продолжаем делать прибавления сзади на спинке, мы продолжаем делать прибавления спереди, но для того, чтобы сохранить количество петель в полотне неизменным, мы должны сделать также убавления. 1, 2, 3, 4. 4 прибавки мы делаем на лицевой ряд. Соответственно, 4 убавки, 4 убавления мы должны сделать в этом же лицевом ряду. Куда мы их должны, так сказать, приткнуть, да? Где они у нас будут находиться? Ну, логично, что они у нас будут находиться по бокам. Там, где у нас, когда мы вывязывали рукава, у нас приходились прибавки, теперь у нас возникли убавления. Я их обозначу крестиком. Убавления. Убавления можно вязать как угодно. Вы можете их провязывать рядом, вы можете их провязывать через несколько петель по отношению друг к другу расставить. Это уже как вы хотите выстроить рисунок, да? У меня вот, пожалуйста, на видео видно. Прибавки расположены на некотором расстоянии. И получается такая дорожка, как бы, да, вот она такая колонна, вывязанная сбоку. Мне нравится. Если вас такой вариант не устраивает, пожалуйста, поставьте, расположите их совсем рядышком. Далее вы провязываете ту длину, которая вам нужна. Хотите коротенькое изделие, хотите тунику свяжите длинную, хотите вообще платье, это уже ваша воля, ваша фантазия. Ну и дальше начинается интересный момент. Вам нужно будет закрыть боковинки, потому что у нас получается, что и спереди треугольник, и сзади треугольник, а что же делать по бокам? А вот здесь вот начинается та же самая история, которая уже появлялась в диагональном кардигане. Да, я рассказывала об этом. Для того, чтобы закрыть, вот представим, да, вот посмотрим на изделие как бы сбоку. Вот у нас вот здесь вот треугольник.
И вот у нас на спинке треугольник. Ну, понятно, да, что вот это вот спинка, а это вот передняя часть. А мы смотрим сейчас с вами в профиль на изделие. И что же нам делать? Вот здесь вот у нас непонятно. Вот здесь у нас начинается ряд, вот здесь он заканчивается, да? Мы с вами разделяем изделие на две части и вяжем только одну боковинку. Когда мы ее закроем, перейдем на вторую часть изделия. Что нужно делать? Здесь мы будем делать с вами убавление. В лицевых рядах мы будем делать убавление и в изнаночных. Итак, первый ряд. В самом начале, вот здесь вот, вы закрываете петельку. Традиционным образом закрываете петельку в самом начале ряда. Как обычно, первую провязали, вторую провязали и петельку перекинули. Ну, как косичкой мы закрываем, все вы это знаете. Итак, поднимаемся, 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 провязываем лицевыми петлями, либо как у вас там по рисунку идет. Приходим сюда, к месту, где мы делали убавки. Крестиком я их обозначаю, да? Мы так с вами договорились. Здесь все то же самое продолжается. Мы делаем убавление по центру. Сделали убавочку, здесь убавочку. Продолжаем вязать ряд. Опускаемся вниз и приходим к центру спинки. И вот здесь мы тоже закрываем петельку. Это лицевой ряд. Разворачиваемся наизнанку, потому что сейчас мы с вами вяжем туда-сюда поворотными рядами. Повернулись на изнаночную сторону. Чудесно. Первое, что мы делаем, снова убираем петельку, закрываем. Да, одну петельку закрыли и тут же вторую петельку закрыли. По изнанке возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Вот здесь ничего не происходит. В изнаночном ряду у нас никаких убавлений не происходит. Возвращаемся, возвращаемся к началу вязания и тоже в изнаночном ряду закрываем петельку. Поворачиваемся на лицо, сразу же закрываем петельку. Прям вот сразу же закрываем петельку, поднимаемся наверх, делаем убавление. Ну, допустим, здесь у вас идет центральная петля. Делаем убавление, продолжаем вязание. И закрываем в конце ряда петельку. Это был лицевой ряд. Поворачиваемся наизнанку. Сразу же закрываем петельку в изнаночном ряду. Возвращаемся обратно. Вот это место провязываем неизменно. Возвращаемся сюда. И что мы делаем? Закрываем петельку. Видите, что происходит? У нас с вами полотно наращивается, и постепенно вот этот треугольник, он постепенно уменьшается. В результате вот этих всех манипуляций у вас полотно выровняется. Вы закроете все петли, и у вас будет ровный край. Это было с одной стороны изделия, конкретно вот с этой, да, потому что мы начинали вот здесь, вот это одна боковинка передней части и одна боковинка спинки. И, соответственно, мы работали вот с этой частью, закрывали. То же самое нужно проделать и вот с этой частью. Ровно то же самое, абсолютно те же самые действия. После того, когда вы закроете тело изделия, вспоминаем про недовязанные рукава. Они-то у нас еще не довязаны. Снимаем дополнительную нить и приступаем к вывязыванию. То же самое. Сверху рукава в лицевом ряду, в каждом лицевом ряду, сверху рукава по линии, вот этой вот, по линии прибавок мы будем делать прибавления, наращивать угол. А на уровне подреза, там, где у нас начинается ряд, мы будем делать убавление для того, чтобы количество петель в рукаве оставалось неизменным, чтобы у нас рукав не расширялся. Да? Делаем убавление. Здесь вариант провязать прямой рукав в виде трубы, либо у вас есть вариант делать убавки для того, чтобы рукавчик чуть-чуть сузить, да? Потому что есть любители вот вывязывания таких рукавов. Пожалуйста, тоже можно это все рассчитать, как рукава убавляются, с каким интервалом нужно делать эти убавления. Пожалуйста, снова возвращаю вас к тому своему мастер-классу, своему
по вязанию кардигана. Там то же самое, все рассказано про рукава, про правильное убавление, про расчеты этих убавлений. Пожалуйста, посмотрите. Я не вижу смысла повторять эту информацию, там довольно все подробно, там очень большой пласт информации приведен. Не вижу смысла сейчас все то же самое озвучивать и занимать ваше время. После того, когда вы довяжете рукавчик на ту длину, которая вам нужна, вы проделываете точно такое же действие. Вы закрываете его точно таким же образом. Да? Собственно говоря, это все. У вас остается только неоформленная горловина. У вас здесь вот дополнительная нить, которую вы убираете. Петли все переносите на рабочую спицу, и дальше уже поступайте как хотите. Хотите, создайте эффект ложной кетлевки и провяжите резинку, как в моем случае. У меня полая резинка высотой 2 сантиметра, и закрыто все это промышленным способом, фабричным способом, итальянским способом, иглой. Хотите, сделайте валик, рулик, да, провяжите лицевой гладью и закройте обычным способом косичкой. И тогда у вас полотно начнет закручиваться, и тоже будет очень современно, эффектно смотреться. Очень модно выглядеть будет. Хотите, провяжите какую-нибудь ажурную планку. Да масса вариантов, как можно оформить изделие в области горловины на ваше усмотрение. Внизу, что касается рукавов и нижней кромки, я закрывала полым шнуром. Сейчас для меня это самый любимый вариант. Мне он кажется очень-очень современным и в то же время очень простым в исполнении. Поэтому я практически все изделия сейчас закрываю таким способом. Ну, это мой выбор. У вас могут быть совершенно другие варианты. Хотите резиночку провяжите невысокую, пожалуйста, тоже будет интересно смотреться. Этим-то как раз и хорошо вязание, да, что мы в процессе работы можем что-то придумывать, пробовать. Не нравится — распустил, какой-то другой вариант применил. Замечательно, конечно. Ну что, друзья мои, надеюсь, что все это понятно. Надеюсь, что я вас не сильно запутала, вот эти все цифры. Я знаю, что не все их любят, не всем это вообще интересно, но тем не менее, надеюсь, что кому-то эта информация была полезна. Если вдруг так случилось, что вы каким-то удивительным образом оказались на моем канале, но при этом вы сами не вяжете, да, но вот как-то так случилось, что вы тут оказались и вам понравилось это изделие, напоминаю, что ателье мое хоть сейчас и заморожено, оно хоть сейчас и спит, в силу понятных обстоятельств. Тем не менее, я готова принять заказ, и у меня пряжа еще осталась. Как минимум на одно изделие она точно осталась. Пожалуйста, я с радостью свяжу для вас такое изделие. Обращайтесь. Ссылка на мой магазин, она находится внизу под видео. Собственно, это все, что я хотела вам рассказать, все, что я могла вам рассказать на данную минуту. Спасибо огромное за внимание, за вашу симпатию. И, конечно же, буду рада, если вам понравилась эта модель. До новых встреч. Всем пока.